Вы когда-нибудь пытались заговорить со своим котом и ловили себя на мысли, что он либо совершенно ничего не понял, либо все услышал, но решил сделать вид, будто вас не существует? На самом деле кошки постоянно общаются с людьми, просто делают это по своим правилам. И если хочется по-настоящему понимать своего питомца и чувствовать с ним связь, важно научиться распознавать его язык. Но начать стоит с самого главного – понять, что именно пытается сказать ваш кот. Он не использует слова так, как это делают люди. Его язык состоит из движений тела, взгляда, положения хвоста и звуков. Когда кот спокойно лежит на спине и показывает живот, это означает доверие и расслабленность. Но если он сжимается, прижимает уши и старается стать меньше, значит чувствует тревогу или опасность. Его тело всегда выдает его состояние. Хвост тоже способен рассказать многое. Поднятый вверх хвост с немного загнутым кончиком говорит о хорошем настроении и радости. Резкие движения хвостом показывают раздражение или беспокойство. А если хвост поджат, значит кот напуган. Особое значение имеют глаза. Когда кошка медленно моргает в вашу сторону, это настоящий знак доверия и привязанности. Так она словно говорит: «Я рядом и чувствую себя спокойно». И если вы ответите ей таким же медленным морганием, она воспримет это как взаимное доверие. А вот долгий пристальный взгляд кошки воспринимают как угрозу, поэтому слишком внимательно смотреть в глаза не стоит. Интересно, что мяуканье кошки в основном используют именно для общения с людьми. Между собой взрослые кошки почти не мяукают. Со временем хозяин начинает различать оттенки этих звуков. Одно мяуканье означает голод, другое – скуку или желание внимания. Даже мурлыканье не всегда говорит только о счастье. Очень часто это способ успокоить себя и справиться со стрессом. Прежде чем пытаться что-то донести до кота, важно научиться слушать его и замечать сигналы, которые он подает. Общение с кошкой начинается не с голоса, а с внимательности. Огромную роль играет интонация. Именно тон голоса становится для кошки главным ориентиром. Она прекрасно чувствует, когда речь спокойная и мягкая, а когда в голосе появляется напряжение или раздражение. Тихий, ровный голос создает ощущение безопасности, и животное начинает связывать это чувство с вами. Любое изменение интонации кот замечает моментально. Он улавливает настроение по малейшим деталям, и именно от этого зависит, останется ли он рядом или предпочтет уйти. Поэтому язык человека для кошки – это не просто слова, это ритм, настроение, звучание и эмоциональное состояние. Все это она воспринимает либо как угрозу, либо как знак безопасности. Спокойный голос помогает создать доверие, потому что кот не только слышит вас, но и чувствует ваше состояние. Если говорить слишком громко или резко, животное быстро теряет ощущение безопасности. Кошка может испугаться, спрятаться или начать избегать общения. Даже сказанная в шутку резкая фраза способна вызвать тревогу. Голос становится своеобразным мостом между человеком и питомцем. Мягкое и спокойное обращение создает атмосферу, в которой кот чувствует себя защищенным. Но важна еще и последовательность. Если одни и те же слова постоянно произносить одинаковым тоном, кошка постепенно начинает связывать их с определенными действиями. Так она учится понимать, что конкретный звук означает приветствие, приглашение поесть или какую-то просьбу. Однако животные очень тонко чувствуют эмоциональное состояние человека. Даже без крика они замечают раздражение по напряженному голосу, резким интонациям и быстрой речи. Все это вызывает у них беспокойство, поэтому чаще всего они просто уходят или прячутся. Именно поэтому важно не только то, что вы говорите, но и то, как именно вы это делаете. Спокойная интонация способна полностью изменить отношение кошки к вам. Но общение с котом строится не только на голосе. Огромное значение имеет язык тела. Кошки невероятно чувствительны к движениям. Резкие жесты, быстрые приближения, пристальный взгляд – все это воспринимается как потенциальная угроза. Даже попытка погладить может вызвать стресс, если делать это слишком навязчиво. Поэтому важно двигаться спокойно и медленно. Лучше подходить немного сбоку, а не прямо. Полезно присесть или наклониться так, чтобы не возвышаться над котом. Тогда он быстрее поймет, что опасности нет. И самое важное – дать ему возможность самому сделать первый шаг. Если коту комфортно, он сам подойдет, обнюхает вас или осторожно коснется. Нельзя заставлять его общаться насильно. Есть один простой, но очень важный жест – медленное моргание. Если делать это рядом с кошкой, она воспринимает такой сигнал, как проявление спокойствия и уважения. Для нее это словно фраза «я тебе доверяю и не причиню вреда». Многие уверены, что кошки не понимают человеческих слов, но это не совсем так. Они действительно способны запоминать определенные слова и связывать их с конкретными действиями. Если
каждый день перед кормлением повторять одно и то же слово, спустя время кот начнет реагировать именно на него. Но главный секрет здесь – повторение и постоянство. При этом кошки реагируют не просто на сами звуки, а на уровень доверия к человеку. Они понимают, что определенные слова имеют значение только тогда, когда чувствуют безопасность рядом с хозяином. Не стоит ждать мгновенной реакции. Иногда кот откликается сразу, а иногда ему требуется время, часы или даже дни. И это абсолютно нормально. Есть еще один важный момент. Никогда не стоит использовать имя кота в негативном контексте. Если постоянно произносить его имя во время ругани, животное начнет связывать его с неприятными эмоциями. Лучше произносить кличку спокойно и ласково во время игр, кормления или поглаживаний. Тогда имя станет для него символом спокойствия и доверия. В конечном итоге отношения с кошкой строятся не только на словах. Гораздо важнее ваше поведение, тон, настроение, жесты и внутреннее спокойствие. Все это действует сильнее любых команд. И если действительно хочется понять своего кота, начинать нужно прежде всего с себя. Кошка учится доверять не потому, что услышала правильные слова, а потому что почувствовала безопасность рядом с человеком. Именно так устроен ее мир. Со временем кот начинает улавливать не только интонацию, но и ваши намерения. Общение с кошкой – это не дрессировка и не набор команд, а настоящие отношения. Очень важно уважать ее личные границы. Кошки – независимые существа. Они сами выбирают момент для ласки, игр или одиночества. Если навязывать внимание даже из лучших побуждений, это вызывает стресс и желание отдалиться. Иногда лучшим проявлением любви становится просто спокойное присутствие рядом. Можно просто находиться в одной комнате и не мешать коту, позволяя ему самому решать, когда подойти. Уважение к его пространству – это тоже язык общения. Так вы словно говорите ему: «Я понимаю тебя и не заставляю». Именно из этого постепенно рождается настоящее доверие. На самом деле разговор с котом – это не про команды, а про терпение, наблюдение и внимание. Это умение замечать его движения, слышать тишину и понимать то, что скрывается за взглядом или поведением. Такое понимание приходит не сразу, но именно оно меняет отношения между человеком и животным. Общение становится более глубоким, искренним и построенным на взаимном уважении. И однажды приходит осознание: кот действительно разговаривает с вами. Возможно, не словами, а движениями, звуками, взглядом или даже молчанием. Общение с кошкой – это искусство внимания, уважения и присутствия рядом. И когда начинаешь понимать это, связь становится по-настоящему особенной. Тогда кот перестает быть просто домашним животным. Он становится настоящим партнером и другом. А в следующий раз, когда вы посмотрите на своего пушистого любимца, вспомните, он вас слушает, понимает и отвечает вам по-своему. И именно в этом заключается настоящее общение. Спасибо за просмотр. А теперь напишите в комментариях, замечали ли вы когда-нибудь, что ваш кот действительно понимает вас без слов? Какие привычки или сигналы вашего пушистого друга кажутся вам самыми необычными? Делитесь своими историями. Будет интересно почитать. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди еще много интересного о мире кошек и их удивительном языке общения.